Итак, наконец-то вышла долгожданная вторая часть моего курса, посвященного программированию в ноде FXMap в Substance Designer. Она состоит из 5 уроков общей продолжительностью 6 часов. В этих уроках мы постепенно будем ознакомиться с нодой FXMap, параллельно делая практические задания. Создадим генератор плавных шумов с множеством настроек, а также создадим еще два генератора, которые будут рисовать кривые по определенным алгоритмам. Один будет рисовать рандомные кривые, второй будет рисовать кривые по входящим нормалям. Ну а в данном видео объясняются настройки ноды квадранта и внешние настройки ноды FXMap, которые очень редко используются, но тем не менее этот урок нужен для общего понимания. Всем привет! Сегодня мы начнем изучать FXMap. Поэтому мы сразу же переходим к делу. Мы находим в поиске FXMap и разбираемся, что в ней. В ней есть два входа и один выход по умолчанию. Они могут быть, мы видим, что как цветные, так и черно-белые, и выход цветной. Итак, давайте разбираться с входами. Давайте возьмем любой noise. Давайте clouds возьмем. И вставим в background. Мы видим, что у нас сейчас FXMap выводит черно-белое изображение. Оно повторяет наши клаудсы. То есть это и есть background, это то, что проходит сквозь FXMap. И так как в FXMap ничего не происходит, то на выход у нас выходит тот же самый background. К бэкграунду мы еще вернемся. Сейчас по-быстрому пробежимся по остальному. Если я воткну клаудсы в input image 0, то сразу же появится дополнительный слот, дополнительный вход input image 1. Если я также добавлю во второй input карту, то появится опять дополнительный слот. И так далее. То есть тут входных карт может быть очень-очень много. Вы понимаете, да, что не обязательно одну и ту же карту впихивать в эти слоты. То есть это я сейчас так показал по-быстрому. Можно вставлять совершенно разные карты. Совершенно разных форматов. И на выходе они будут как-то отображаться. Пока давайте я сейчас удалю слишком много входов. Это нам не нужно. Просто я показал, что входов в FXMap может быть очень много. И вставлю, ну, давайте пока Clouds 2 и вставлю. У нас есть вход. У нас входит карта в FXMap, но ничего не происходит внутри. Потому что она выдает нам в итоге черный цвет. Как заставить FXMap что-то выводить? На самом деле нужно зайти внутрь в нее. Это делается при нажатии Ctrl-E, горячая клавиша, либо на правую клавишу мыши Edit FXMap. Или вот здесь вот есть маленькая незаметная кнопочка Edit. Нажимаем на нее, тоже заходим. И у нас появляется внутренность нашей FXMap. Тут сейчас одна нода квадрант. Внутри FXMap не работают стандартные ноды, которые вот здесь вот при поиске у нас. Этих нод нету. Там есть свои ноды. Давайте мы нажмем пробел и посмотрим. У нас здесь только есть Iterate, Switch. Пока удалю связь. И квадрант. Это основные три ноды, которые мы будем использовать внутри FXMap. Этого достаточно для работы FXMap. Остальное — детали, рамки и пины. К этим нодам мы еще вернемся. Давайте все-таки попробуем что-то вывести в FXMap. Сейчас до сих пор у нас черный цвет. Я захожу обратно. Можно вот здесь вот заходить еще в FXMap, если она уже открыта. Такой быстрый переход. Нажимаю на квадрант.
И вот здесь вот мы видим настройки квадранта. Они на самом деле очень похожи на настройки тайл-сэмплера. Да? У нас есть Color Luminosity, у нас есть Offset, у нас есть Size, у нас есть поворот, вариации паттерна и режимы смешивания. И еще неактивные тут некоторые слоты. К этим всем настройкам мы сейчас вернемся, но для начала давайте разберемся с настройкой паттерн. Здесь сейчас выбрано No Pattern, то есть нету никакого паттерна. Это и есть настройка вывода. Если я сейчас открою функцию выбора, мы увидим, что здесь есть Input Image, есть квадрат, круг, параболоид и остальные стандартные формы, которые мы практически все их встречали в ноде Shape. Итак, давайте выберем здесь диск, к примеру. У нас появился диск. Все очень просто. Если мы выбираем параболоид, у нас появляется параболоид. Давайте мы тут выберем Input Image. Мы выбрали Input Image, и появилась у нас наша карта входящая, которая входит в нулевой входящий слот. Input Image 0. У вас могло это не получиться сразу, потому что вы не повторяли все за мной. Я сейчас объясню почему. Вы могли просто взять, открыть карту, сделать все то же самое, что и я, да, вставить Clouds в input 0, открыть FXMap и здесь поставить Input Image. И мы видим, что на выходе у нас ничего нету. Почему это происходит? Потому что когда я в самом начале пустую ноду FXMap вам показывал, я во входящий слот в background вставлял черно-белую карту. И у меня автоматом вот этот выход стал черно-белый. Если вы этого не сделали, то по умолчанию, когда вы открываете FXMap, у вас выход цветной. И из-за этого не показывается наша карта. Почему? Потому что в настройках вот здесь можно это все переключать. Сейчас стоит Color, можно переключить на Grayscale. Мы переключили на Grayscale, и у нас сразу все получилось. Такой важный момент. Идем дальше. Я вернусь в FXMap. Мы выбрали Input Image. Если мы опустимся вниз, мы увидим, что здесь еще появилась опция, открылась опция для редактирования Input Image Index. И здесь можно выбрать, но на самом деле выбора нету. Почему? Потому что вход используется для FXMap только один. Если мы сейчас используем, допустим, несколько слотов, вот я сейчас выбрал 3 слота и захожу внутрь, у меня стоит Input Image, опускаюсь ниже, Input Image Index, открываю и вижу, что у нас тут 3 слота. Я могу выбрать Input Image 1 на выход и Input Image 2. Это совпадает с тем, какая карта в какой вход входит. Дальше. Не обязательно использовать для выхода FXMap входящие значения, входящие карты. Можно использовать внутренние шейпы какие-то. Это если мы выберем либо квадрат, либо круг, либо параболоид и так далее. Тогда неважно, сколько слотов у нас использовано, у нас будет выводиться FXMap. Я могу все входы удалить, и у меня все равно FXMap будет показывать какую-то форму, которая показана вот здесь вот внутри на входе, паттерн. Сразу скажу, что входы нужны не только для того, чтобы их выводить, а также входы нужны для информации, что какой-то, которая будет производиться внутри FXMap, и она будет с этим что-то делать. То есть, если у меня вставлены Clouds сюда, это не означает, что Clouds у меня будут выходить отсюда. Нет. И не означает, что круг будет выходить. У меня может быть тут выходить совершенно другое. Допустим, пирамида. Здесь мы будем просто в инпутах считывать информацию из карт. Итак, заходим внутрь.
И теперь давайте разберемся с настройками внутри ноды квадрант. Здесь у нас обычная настройка Color Luminosity, которая работает от -1 до 1. Branch Offset сдвигает весь рисунок FX-мапы по X и по Y. Почему Branch Offset? Если у нас в обычном графе мы двигаемся слева направо, каким-то вот таким образом, да? У нас идет движение слева направо, то в FX-мапе у нас идет движение сверху вниз. Смотрите, я сейчас сделаю еще один квадрант и соединю его вот таким образом. И, допустим, давайте еще один квадрант. Так, давайте сейчас я покажу превью FX-мапы. Я ее залочу. И давайте сейчас переведу ее просто наверх куда-нибудь. Потому что нам сейчас 3D-вид не нужен. А 2-вид у нас пусть будет. У нас вышел своеобразный паровозик из нод квадранта. И поменялось изображение. Если у нас раньше была обычная пирамида, одна, то сейчас у нас появилось их много. И мы видим, что они как-то сдвинуты плюс ко всему. Давайте разбираться, что произошло. Для этого мы сначала в каждом квадранте, у нас их сейчас 3, в каждом квадрате паттерн переставим на No Pattern. Итак, у нас пустой экран. Смотрите, если мы сейчас в верхнем квадранте вставим паттерн пирамид, то мы увидим, что у нас появилась наша пирамида, но она достаточно тусклая у нас. Если мы начнем крутить Color Luminosity, мы увидим, что она никак не становится светлее. Как вернуть в таком случае цвет? Да, конечно, можно сделать после FX-мапы ноду Auto Levels, и у нас все вернется как было, да? Но также есть в ноде FX-map не в самой, не внутри настройка, а вот здесь вот снаружи мы эти настройки еще не проходились. И внизу есть настройка Global Opacity. На самом деле, тут если мы опустим вниз, получится у нас черный цвет. И до единицы все останется как было. Но значение единицу можно менять. Если мы поставим 2, станет более ярче изображение. Поставим 3, будет совсем яркое изображение. Как раз то, что нам нужно. Почему 3 у нас совпала? Смотрите, я по информации смотрю пиксели. У нас центральный пиксель практически единица, 0,99. Почему 3? Потому что если мы зайдем в FX-мапу, у нас появилось 3 октавы. И чем больше октав, тем меньше их прозрачность каждой октавы становится. Это происходит из-за того, что октавы друг на друга могут накладываться. Вот в данном случае сейчас Blending Mode Add Sub везде в 3 октавах стоит. И если мы сейчас здесь поставим квадрат и здесь поставим квадрат, то у нас по центру будет практически белый цвет. То есть это сделано для того, чтобы когда октавы накладываются друг на друга, чтобы не было засветов, чтобы не было больше единицы значения. Хотя мы будем работать и со значениями больше единицы. Мы будем использовать очень часто FX-мапу 32-битную. Но тем не менее, разработчики сделали так, что чем больше октав, тем тускнее они. И вот это вот, чтобы вернуть цвет, нужно посчитать. Так, давайте я верну все на место. Нужно посчитать количество октав
в данном случае количество октав у нас 3, и поставить в opacity цифру 3. И тогда у нас каждая октава будет работать в полном диапазоне. Если я сейчас добавлю еще одну октаву, мы увидим, что у нас наша пирамида потускнела. Если я уберу 2 октавы, мы увидим, что у нас засвет произошел. То есть сейчас 2 октавы. Мы заходим, ставим здесь в Global Opacity 2 и возвращается все на место. Итак, для чего я делал вот эти вот октавы? Это нужно, чтобы понять параметр Branch Offset. Сейчас у нас пирамида нарисована только на верхней октаве. Если мы сейчас поставим, допустим, пирамиду на нижнюю октаву, а на верхней пирамиду уберем, то у нас появится 4 пирамиды. Почему 4? На самом деле, с каждой октавой наше изображение дробится на 4 части. Вот так и вот так. Следующая октава дробит вот эти раздробленные части еще на 4 части. Смотрите, я здесь сейчас убираю изображение пирамиды, выбираю активный квадрант внизу, нижний, выбираю тут пирамиду, и мы видим, что была вот эта раздробленная часть, и она делится еще на 4 квадранта. И так происходит дальше. То есть, если мы поставим еще одну октаву, то у нас появится еще... Мы видим, что у нас произошел тут сдвиг, но сдвиг это как раз из-за настройки Branch Offset, он у нас не нулевой. Здесь стоит 0,1. Если мы поставим 0, то у нас все равно остался офсет, значит он где-то еще присутствует. Он у нас скопировался на все квадранты. Давайте мы везде вернем на 0. И теперь смотрите. У меня паттерн рисуется только на нижней октаве. И получается, что у меня рисуется 8 на 8, 64 пирамиды. Почему 8? Можно считать как степень двойки. Если вот здесь вот 2 в нулевой степени это единица, 2 в первой степени это 2, 2 во второй степени 4, 2 в третьей степени 8. Таким образом можно считать количество делений от степени двойки. Итак, параметр Branch Offset. Если я начинаю двигать, у меня сдвигается все. Но если я опускаюсь вниз, я вижу похожий параметр Pattern Offset. Я начинаю двигать по X, ничего не происходит. На самом деле вот этот вот offset, он работает для паттерна только этой октавы. А вот этот offset работает для паттерна вот этой октавы и всего того, что находится под ней. На этой октаве у нас ничего не нарисовано, pattern no image. Но если мы поставим, допустим, сюда круг, мы видим, что у нас произошло наложение, так как у нас Blending Mode от SAP. Мы добавили круг, и если мы сейчас будем крутить Pattern Offset, то у нас сдвигается только круг. Только вот этот паттерн на этой октаве. Но если мы будем двигать Branch Offset, у нас сдвигается и наш круг, и все, что находится под ним. Вот эта настройка и есть Branch Offset. Она сдвигает все, что находится под ней, за квадрантом. Дальше. Pattern Size. Тут мы можем задавать размер нашего паттерна, который используется в данной квадранте. Если мы выберем нижний квадрант и в нем будем изменять Pattern Offset, мы видим, что у нас меняет размер нашей пирамиды.
точно так же работает паттерн rotation, поворот. Здесь у нас поворот не будет виден, да, потому что у нас круг. Но если мы для круга сделаем по Y размер меньше и его начнем крутить, то мы видим, что он у нас тоже крутится. Pattern Variation. Если мы откроем ноду Shape и выберем, допустим, ноду Brick, мы увидим, что здесь есть Pattern Specific. Давайте вот я открою сейчас ноду Shape. Так, она у меня 256 на 256. Я сейчас верну его на место. Верну значение это на место. Если мы начнем в Brick крутить Pattern Specific, мы увидим, что идет закругление нашего кирпичика. Это специфические параметры для какой-то ноды, для какого-то паттерна. Для брика это вот такие закругления. Если мы использовать будем капсулу, то это у нас длина нашей капсулы. Вот этот паттерн специфик, это и есть опция Pattern Variation. То есть, если я здесь выберу, давайте выберу как раз капсулу, верну масштаб, верну size по X и по Y на место. Она у нас плохо видна. Поэтому давайте пока уберем связь с остальными октавами. И сейчас, если мы будем использовать Pattern Variation, мы увидим, что у нас наша капсула растягивается так же, как это было и в ноде Shape. Вот этот засвет происходит из-за того, что в самой FX-мапе Global Opacity у нас стоит на двойке, а количество октав сейчас активных одна у нас. То есть, чтобы у нас не было засвета, нам нужно Global Opacity поставить на единичку. И вот мы вернули нашу капсулу. Сейчас она повернута на определенный угол. Мы можем также вернуть обратно ее. И это как раз то, что совпадает с нодой Shape. Blending Mode. Тут используются три варианта. От Sub, Max и Alpha Blend. Мы очень часто будем использовать первые два варианта от Sub и Max. Ну, то есть тут все понятно. Если мы поставим Max, то у нас максимальное значение проявляется. И сейчас, если у нас там количество октав было 4, да, мы поставим четверку, и мы видим, что сейчас у нас идет наложение 64 пирамид и капсулы в режиме Max. Давайте посмотрим дальше. Random Seed – это аналог Random Seed, который у нас присутствует в каждой ноде вот здесь вот, в base параметрах. Вот этот Random Seed присутствует как здесь, так и в каждом квадранте, плюс ко всему еще. Inherit Random – это наследование рандома. Оно по умолчанию всегда включено. И я, честно говоря, не выключал его никогда. У меня наследовался рандом из каждой ноды. И этого было мне достаточно. Чтобы активировать нижние настройки, нам нужно использовать не встроенный паттерн, а входящий. Input Image. Сейчас у нас стоит тут в Input Image. Мы можем выбрать 0. Давайте тут мы отключим сейчас пирамиды. И я не вижу, чтобы у нас Input Image 0 работал. Давайте разбираться, почему. 1 работает, 0 работает, но почему-то он не сработал сразу же. Итак, чтобы активировать вот эти вот нижние настройки, мне пришлось выбрать в паттерне Input Image, и у меня появились настройки. С этой настройкой уже все понятно, мы прошли ее.
Input Image Alpha у нас сейчас не используется. Это будет с цветными изображениями. И дальше Input Image Filtering. Здесь есть три варианта. Это достаточно важная опция. Забегая вперед, она у нас в SBSR не экспортируется. То есть, если мы сейчас вот здесь нажмем empty function и запишем какую-то функцию, она у нас не будет экспортироваться напрямую. Поэтому, если вы будете делать SBSR, помните об этом, что тут нужно делать либо разветвление ветвей, либо какие-то другие способы искать. Чтобы разобраться с фильтрами, давайте я сейчас вам покажу пару примеров. Я их сейчас скопировал, подготовил. Допустим, у нас есть FX-мапа. На нее входит, обратите внимание, карта 4×4. То есть я взял Gaussian Noise обычный и сделал ее минимальным значением. То есть по умолчанию она у нас была вот такая. Я сделал абсолют и опустил значение на 4 пикселя. И теперь я эту карту вставляю в FXMap. И обратите внимание, если я, допустим, поставлю дальше Levels и поставлю значение, использовать значение графа, то мы видим, что эти 4 точки, они размываются у нас на все пространство. То есть на 2000 пикселей размываются эти 4 точки. И получается такой плавный градиент. Здесь эти 4 пикселя растягиваются на большую карту и не размываются. Это происходит потому, что я вот здесь внутри поставил Input Image Filter Nearest. Если я поставлю Bilinear, либо Bilinear плюс Mip Maps, мы видим, что оно у нас размывается. То есть Nearest у нас использует четкие значения, которые попадают в определенный пиксель и не размываются с соседними, чтобы не было плавного перехода. В другом варианте я использовал ноду Shape, паттерн пирамид. Все это у нас входит в пиксель процессор. И здесь я сделал быструю опцию поворота. То есть я выбрал функцию Rotation и в вектор 2 я вставил getFloat 2 с использованием позиции пикселей. Англ — это угол, на который будет поворачиваться. И Pivot — это центр, вокруг которого будет происходить поворот. У меня тут стоит 0,5, то есть через центр экрана. То есть если я поставлю все так же и сделаю выход с Sample Gray и начну крутить, ничего не происходит, потому что я не показал ноду Pixel Processor. То есть вот, происходит поворот. Но обратите внимание, когда на маленьком повороте у меня стоит, если я дальше поставлю ноду Normal, я увеличил интенсивность на 22. Смотрите, что тут происходит при повороте. У нас при повороте происходит лесенка. А лесенка происходит из-за того, что Sample Gray использует фильтр Nearest. То есть тот, который нас спасал в прошлый раз, в этом случае нас он наоборот не спасает. Здесь надо использовать фильтр Bilinear. И мы видим, что у нас происходит теперь, у нас показан плавный градиент, пропала лесенка, вот как было, вот как стало. Вот таким образом надо использовать наши фильтры. То есть ими не пренебрегаем. Если происходят какие-то глюки, то мы просто меняем. Если, допустим, есть лесенка в наших формах, то мы меняем фильтр на нужный, и баг пропадает. Теперь давайте я это помечу как примеры фильтров. Вернемся в FXMap.
С настройками квадранта мы ознакомились. Теперь давайте ознакомимся с внешними настройками FXMap. Base параметры у нас остаются, как и во всех нодах. Мы на них не будем сейчас тратить время. Специфические параметры. Color Grayscale мы уже прошли. То есть это переключение FXMap из цветного в черно-белое. Background. Это цвет, используемый по умолчанию в бэкграунде. Если сюда не входит никакая карта, если мы сюда вставляем карту, у нас получаются клаудзы, заменяют вот этот вот background. Давайте вернем на черный. Render регион. Для этого давайте мы будем использовать Cloud 2 в качестве выходного паттерна. Сейчас мы вот это все удалим. Поставим здесь input image, и Clouds у нас входят в первый вход. Сразу же давайте здесь поставим Global Opacity единичка, потому что сейчас у нас количество октав 1 в квадрантах. Так, и поставим на выход Input Image 1. Все, у нас сейчас на выходе карта Clouds 2. И теперь смотрите, если мы будем использовать настройки рендер региона, мы видим, что у нас сейчас растягивается по X изображение в одну сторону и в другую. И также по Y вверх и вниз. На самом деле, таким образом программа обрезает все, что находится слева, справа, сверху, снизу, и показывает нам на выходе какую-то область. Чтобы было более понятно, я собрал тут небольшой файлик. Называется он у меня render region. Я его закину в проект. Давайте я просто это все скопирую. И закину нам в проект. Куда-нибудь вот сюда вот. Это у нас будет render region. Итак, смотрите. Что я тут наделал? У меня есть пиксель-процессор, в который входит два значения, два интеджера. Одно показывает уровень разбиения, то есть 4, это означает, что x и y делятся на 4 части. Вторая нода показывает мне, какой квадрат я выбираю. То есть сейчас у нас выбран первый квадрат по x, это нулевой квадрат по x, первый вот этот, и первый квадрат по y. Нулевой по y вот этот квадрат, первый вот этот. То есть сейчас выбран вот этот квадрат. Теперь, если я возьму FXMap, сделаю ее черно-белой, возьму Clouds 2, вставлю во вход, в настройках выберу Input Image, и он у меня по умолчанию встал Input Image 0, потому что больше входов у меня никаких не использовано. То есть сейчас у меня FXMap показывает Clouds 2. И теперь, если я рендер регион, смотрите, давайте попробуем выбрать вот этот квадрат в рендер регионе. По x обозначить вот эту координату и вот эту. То есть вот эта координата left, вот эта координата right. Left, right. Единичку делим на 4, у нас будет 0,25. 0,25. Единицу делим на 4.
1 делим на 4. 0,25. Значит, у нас вот это значение будет по x 0,25, а это 0,5. Поэтому в fxmap, смотрите, мы ставим render регион left 0,25. Здесь 0,5. Значение по x сделали. Давайте по y смотреть. По y здесь то же самое 0, 0,25, 5, 0,75, единица. 0,25. Это топ. 0,25. И bottom 0,5. И смотрите, что у нас появилось. У нас появился какой-то регион. Теперь, если мы наложим, я специально сделал эту сетку, чтобы вы понимали, насколько мы точно все сделали. Я сейчас наложу нашу сетку на наши клаудзы. И мы видим, что вот этот квадрат это не что иное, как наш вот этот квадрат, который используется уже в fxmap. То есть это мы выбрали регион из нашего клаудза. Вот таким образом. Дальше. Tiling регион. Смотрите, если мы сейчас начнем крутить, давайте вернем render регион на место. Если мы начнем крутить Tiling регион, мы увидим, что у нас тут происходит что-то непонятное, да? Более понятно будет, если я Global Opacity опущу на какое-то маленькое значение и начну крутить Tiling регион. Мы видим, что у нас происходит наложение. То есть у нас накладывается одна карта сама на себя несколько раз. И точно так же я могу сделать с этой стороной. То есть происходит наложение. На самом деле Tiling регион работает в паре с Render регионом. И для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы наш выделенный Render регион тайлился. Если я верну Tiling на место пока, Global Opacity на место, выберу опять же наш вот этот вот регион. Давайте я быстро, я помню значение. 0,25, здесь 0,5. Здесь я поставлю 0,25. Здесь 0,5. То есть, если мы сейчас нажмем на пробел, мы видим, что у нас этот регион не тайлится. Но если мы настроим Tiling регион таким же образом, как здесь, так, здесь 0,5, здесь 25, и здесь 0,5. И давайте opacity мы скрутим в какое-то минимальное значение. Мы видим, что у нас сейчас почти пропал шов. Но шов все-таки небольшой остался. И это происходит из-за фильтра изображения. Если мы сейчас поставим Nearest, то у нас полоски пропали, и сейчас изображение тайлится. То есть на самом деле мы сейчас затайлили вот этот вот регион. Каким образом? Наложили, получается, по X, смотрите внимательно. Вот этот вот квадрат наложили сюда, вот этот квадрат наложили тоже сюда.
и этот квадрат наложили сюда. Что это нам дает? Если бы у нас была линия, которая шла здесь, если бы у нас шла здесь линия, то вот здесь она бы продолжалась вот с этого момента. Отсюда она бы продолжалась вот с этого момента. И здесь, ну так как у нас изображение вот это большое талится, она продолжала бы как-то вот здесь уходить. И здесь она бы еще вот здесь талилась. Получается, при накладывании по x всех этих квадратов у нас это изображение талилось бы само на себя. Точно так же происходит и с y. Чтобы было более понятно, я собрал здесь такую сетку. Из 16 квадратов. Обратите внимание, у меня здесь 16 квадратов, и они все подписаны. Но они подписаны не на одном и том же месте, не на каждом, а цифра чуть-чуть сдвигается. То есть 0 в самом левом нижнем углу квадратик подписан нулевой, первый чуть правее, второй еще правее, третий вот так подписан. И теперь у меня здесь выбран вот этот квадрат 1 с координатами 1, 1. И здесь я настроил таким образом, чтобы он у меня накладывался сам на себя. То есть вот таким образом вот этот квадратик складывался с этим, этот с этим, этот с этим. То есть все уходят в этот квадрат. И тогда вот этот квадрат у меня показывался бы вот таким образом. То есть у меня сложились все числа, все квадратики, и они у меня сложились в один квадрат. Чтобы было более наглядно, здесь у меня заэкспоужено и рендер элемент, и tile элемент. Ну, тут все достаточно просто, вы можете посмотреть. У меня скопирована вот эта часть графа в рендер регион и в тайлинг регион. Вы можете на паузе посмотреть и сделать самостоятельно, либо выбрать из файла. Этот файл будет приложенный к нашему уроку. И если я возьму рендер регион, оставлю как есть, а тайлинг регион выберу какой-нибудь. Вот смотрите, у меня уже тут есть настройки. Давайте возьмем сначала нижний. В нижнем я, получается, выбрал самый нижний правый квадрат. То есть, если смотреть на эту сетку, у меня выбран вот этот квадрат. Вот в этой FX мапе, в настройке. Посмотрите внимательно. Я поставил значение по x 0,75 и единичка. По y поставил значение тоже 0,75 и единичка. И у меня выбрался вот этот квадрат. Вот этот квадрат. И смотрите, что происходит в этом квадрате. В этом квадрате как раз и есть наша сумма. Наша FX-мапа, которую мы растянули на весь экран. Вот здесь вот. Данный граф очень хорошо показывает, что происходит при смешивании при тайлинг-регионе. Смотрите, у меня получается, я выбрал правую часть, и у меня произошло 4 наложения. Если я возьму, добавлю сюда не наши цифры, а цвет, и топ уберу на 0, мы видим, что вот эта карта
смешалась сама с собой. Вот здесь 2 раза, здесь 3 раза, здесь 4 раза. Потому что у меня здесь стоит режим наложения от SAB. Вернем все на место. 75. Точно так же по Y. У нас идет 4 наложения. Здесь нету наложения, здесь двойное, здесь тройное, здесь четверное. И получается, что вот в этом элементе складываются все квадратики нашего изображения. В данном случае здесь находится 16 квадратов. И все они сложены в один. Что и показывает нам наши цифры. То есть я, видите, их пронумеровал все. И при наложении видно, как они накладываются. Не обращайте внимания на то, что у меня цифры стоят криво. Это произошло из-за того, что я вот здесь вот их ставил вручную. Вот таким образом, наверное, как-то более ровно. Вот таким образом работают настройки Render регион и Tiling регион. На самом деле я их достаточно редко применяю, но они часто используются в шумах. Возьмем те же Clouds любые. Допустим, Clouds 1. И мы видим здесь опцию Non-Square Expression. Это как раз опция работы с рендер регионами. Смотрите, если я выберу не квадратную карту, допустим, а прямоугольную Clouds, мы видим, что если через Levels вернем ее на квадрат, то она будет также бесшовной, но растянутой. Но если мы выберем здесь ложь, мы видим, что у нас Clouds вернулись как бы в исходное положение. Но на самом деле, обратите внимание, вот это начальные Clouds, которые у нас были. Вот эти Clouds, которые у нас вышли из суженной текстуры. Но на самом деле тут получается, если мы приблизим, карта растягивается по X. Вот здесь она более четкая, здесь размытая. За эту размытость и отвечает как раз опция Non-Square Expansion. Если мы зайдем в ноду Clouds 1, мы увидим, что здесь FX-мапы. И увидим, что сейчас здесь стоит функция на Render регионе и на Tiling регионе. Здесь берутся значения из значений Output Size. Если мы зайдем сюда, мы видим, что здесь используется функция Non-Square Output Size. И если мы зайдем в нее внутрь, мы увидим, что здесь как раз определяются переменные Tiling регион и Render регион, которые используются в FX-мапе вот здесь вот. Render регион и Tiling регион. Так, вернемся к нашим функциям, к нашей FX-мапе. Сохраним этот проект. И на этом ознакомление с настройками ноды FX-map мы закончили. Дальше будет намного интереснее. Эти настройки мы должны были пройти, чтобы у вас в процессе обучения отпали сразу же все эти вопросы с настройками, и мы не останавливались и шли дальше.